3 января 1961 года пассажирский самолет Douglas DC-3 авиакомпании Finnair выполнял рейс 311 из Крунункюля в Ваасу, Финляндия. Всего на борту находились 22 пассажира и 3 члена экипажа. Время вылета по расписанию было назначено на 7 часов утра, однако самолет задержался на перроне, так как экипаж прибыл в аэропорт всего за 5 минут до вылета. Также из-за опоздания командир не стал проводить внешний осмотр самолета, ограничившись оценкой слоя снега на крыле. Согласно полученному перед вылетом прогнозу погоды, на маршруте ожидались умеренно хорошие метеоусловия. При этом запасным аэродромом был выбран Пари, но диспетчер передал, что в Пари погода хуже, чем в Ваасе. Также второй пилот запросил разрешение выполнять визуальный полет до Ваасы, то есть по кратчайшему маршруту с минимально допустимой высотой 460 метров. Так как в районе никаких других самолетов не было, диспетчер такой полет одобрил. В 7 часов 11 минут экипаж запросил разрешение на руление, в ответ на что диспетчер дал указание следовать к взлетно-посадочной полосе 19. В 7 часов 16 минут второй пилот передал диспетчеру о готовности к взлету, после чего рейс 311 вылетел в Ваасу. Первая половина полета прошла относительно нормально. В 7 часов 30 минут диспетчер вызвал экипаж на полпути к Ваасе. В ходе этого радиообмена длиной 4 минуты диспетчер передал обновленные данные о погоде в Ваасе, согласно которым высота облачности снизилась до 180 метров. Затем в 7 часов 34 минуты диспетчеру поступает информация об ухудшении метеоусловий в районе Ваасы, о чем было передано экипажу. Согласно данным о погоде, сплошная облачность уже опустилась на 61 метр, видимость упала до 1 километра, а над землей стелился туман. При этом диспетчер уточнил, что на окраине аэродрома погодные условия могут быть еще хуже. На это экипаж сообщил, что через пару минут будет в районе радиомаяка. Эта передача закончилась в 7 часов 39 минут и была последней с данным бортом. В 7 часов 40 минут Douglas DC-3 на высоте около 50 метров выполнил резкий левый поворот с набором высоты, в результате которого упала воздушная скорость, а на крыле произошел срыв потока, что привело к резкому падению подъемной силы и сваливанию. Экипаж попытался исправить ситуацию увеличением режима двигателей, но самолет уже вошел в штопор, а примерно через 30 секунд под углом 70 градусов и с левым креном около 60 градусов, ломая деревья и ветки, врезался в землю и взорвался. В 10,5 километрах к северо-востоку от аэропорта назначения. Прибывшие к месту падения местные жители не могли ничего сделать из-за сильного пожара, а первые пожарные расчеты добрались только к 8 часам 15 минут. Однако к тому времени все 25 человек на борту погибли. Это крупнейшая авиационная катастрофа в истории Финляндии. Также это крупнейшая катастрофа в истории финской авиации. Расследованием причин катастрофы занималась комиссия, назначенная Министерством связи и общественных работ Финляндии. Как показало расследование, новогоднюю ночь командир и второй пилот отмечали в Хельсинки, каждый в кругу своей семьи. 1 января в 18 часов они вылетели в регулярный пассажирский рейс Хельсинки-Мариехамн, а утром 2 января по обратному маршруту вернулись обратно в Хельсинки. Затем, вечером того же дня, оба пилота выполнили рейс из Хельсинки в Крунункюль. Оттуда затем направились в гостиницу, а примерно в 21 час 50 минут спустились в гостиничный ресторан. Вскоре к ним присоединился местный житель, после чего троица поужинала в ресторане, распивая при этом алкогольные напитки. Примерно к половине первого ночи группа перебралась в номер второго пилота, где до 2 ночи распивали коньяк. Ночевали они в номере второго пилота, а утром не успели на уходящий автобус, поэтому была заказана машина. После чего оба пилота вместе со стюардессой прибыли в аэропорт. Как удалось установить, всего в ночь со 2 на 3 января троица выпила 16 бутылок пива, 7 коктейлей из джина и 900 граммов коньяка. Патологоанатомическая экспертиза показала, что у командира уровень алкоголя в крови был не менее 2 промиллей, а у второго пилота не менее 1,5 промиллей.
При этом Конвенция о международной гражданской авиации запрещает пилотам употребление алкоголя во время работы и за 12 часов до вылета. В ходе расследования были выполнены несколько полетов на аналогичном DC-3 с такой же загрузкой, по результатам которых следователи пришли к мнению, что погодные условия не могли быть фактором, приведшим к катастрофе самолета. Изучение обломков показало, что на борту не было пожара, отказов или неисправности не было. Оба двигателя в момент удара работали в режиме тяги с примерно одинаковым числом оборотов, а признаков нарушений в их работе найдено не было. Были опрошены 54 свидетеля, находившиеся вдоль траектории полета, согласно показаниям которых самолет с включенными навигационными огнями летел на небольшой высоте. Свидетели, находившиеся на удалении до 8 километров от места катастрофы, в том числе у побережья Ваасского залива, в основном указывали на высоту полета от 75 до 100 метров. При этом двигатели шумели громче обычного. Также перед падением самолет делал поворот, при этом никакого дыма или огня не наблюдалось. А перед самым столкновением с деревьями шум двигателей значительно усилился, словно самолет выполнял взлет. На основании имевшихся данных следователи сделали предположение, что во время полета над покрытыми туманом полями пилоты посчитали, что находятся уже близко от Ваасы, поэтому могли принять город Койвулахти за Ваасу. Некоторые свидетели при этом указали, что над Койвулахти небо было чистым, а поэтому местность освещалась лунным светом. Пилоты увидели впереди темную стену леса высотой около 10 метров, а некоторые деревья достигали высоты 20 метров и более, тем самым заметно возвышаясь над слоем тумана. Поэтому был начат набор высоты, что однако привело к падению скорости, а затем перед самолетом из облаков прямо по курсу могла неожиданно появиться яркая полная луна, которая при этом находилась довольно низко над горизонтом, что дезориентировало экипаж еще больше, и тот мог ее случайно принять за прожектор, думая, что они уже слишком близко от аэропорта. Командир начал выполнять крутой разворот на траекторию захода на посадку, что еще сильнее уменьшило скорость полета, тем самым приведя к падению в штопор. Причиной катастрофы следователи назвали ошибку экипажа, который при полете ночью на небольшой высоте неверно выполнил крутой левый поворот, в результате чего самолет перешел в штопор с потерей высоты. А попытка экипажа исправить ситуацию увеличением мощности двигателей оказалась запоздалой. Сопутствующим фактором стало распитие пилотами в ночь перед вылетом алкогольных напитков, из-за чего, будучи невыспавшимися и пьяными, они не могли полностью контролировать свои действия и не имели права выполнять данный полет. Смотрите также. 20 октября 1986 года авиалайнер Ту-134А авиакомпании «Аэрофлот» выполнял внутренний рейс по маршруту Свердловск-Куйбышев-Грозный, но при заходе на посадку в Куйбышеве потерпел крушение из-за жесткой посадки лайнера. Причиной крушения стал спор командира и второго пилота посадить самолет вслепую.